В этом выпуске мы покажем вам место древнейшей цивилизации инков. Посетим таинственный город Мачу-Пикчу. Познакомимся с удивительными перуанскими ламами и альпаками. Ох ты! Побываем в соляных шахтах Марас. Копченая розовая соль. Копченая розовая соль. Попробуем местную кухню Перу. Безумно вкусный хлеб. Вот это с ириской. Ощутим все прелести горной болезни. Высота дает о себе знать. Да, Надюш? Потеряем наш багаж. Вот что получает человек, который теряет багаж. 10 раз замерзнем. Также выращивали здесь. Так, все, ну и вон. В общем, окунемся полностью с головой в колорит этой невероятной страны. Всем привет! Мы в Куско. А ты вообще знаешь, что это за страна? Ну да, Перу. Перу. А чего сюда все приезжают? Ну, Мачу-Пикчу посмотреть. И не только. И мы приехали сюда на 5 дней, чтобы посмотреть, а что еще, кроме Мачу-Пикчу, есть здесь в Куско. Погнали? Зачем в другую сторону пошел? Центр империи инков в прошлом, мекка туристов со всего мира сегодня. В переводе с языка кечуа Куско означает ни много ни мало пуп земли. Археологическая столица Южной Америки, всемирное наследие ЮНЕСКО. Это все про Куско. Город с огромной историей и отправная точка всех туров главной достопримечательности Перу – Мачу-Пикчу. Современный Перу – плод завоевания испанскими колонизаторами империи инков в XVI веке. Столицей империи инков был Куско, и сегодня в этом городе можно проследить всю историю страны. Здесь есть и артефакты индейцев, и наследие конкистадоров, и современная перуанская архитектура. А еще вокруг невероятно красивая природа. Город находится высоко в горах, на высоте 3400 метров в Перу, поэтому симптомы горной болезни обеспечены каждому путешественнику. Но даже резкий перепад атмосферного давления не пугает путешественников, поэтому Куско остается одной из самых популярных туристических локаций в Перу. Прилетев в Куско, у нас случилась одна маленькая неприятность, от которой, к сожалению, не застрахован ни один путешественник. Наш багаж остался в Сантьяго. Ну что, вот что получает человек, который теряет багаж. Точнее сказать, не он теряет багаж, а компания Latam. Задержка была всего лишь час, и, пожалуйста, мы уже получили письмо счастья, что наш чемодан в Сантьяго. И дай бог, что он окажется завтра здесь в Куско, потому что завтра нам уже выезжать в Мачу-Пикчу. Как это будет, что будет, неизвестно. Вы знаете, что самое главное? Что всегда детки считают, что во всем папа здесь виноват. Он виноват в том, что чемоданы потерялись, что самолет задерживается, во всем. Мама у нас всегда хорошая. Но это и правильно. Мама всегда должна быть для деток хорошая. Трусов нет. Трусов нет. Трусов нету, да? Зубных щеток нет. Голые боссы. Добавить нечего. Короче, либо завтра мы начинаем свой день из шопинга, порадуем маму, ну вряд ли здесь будет классный шопинг, я думаю, что будем ходить просто в пончо, либо же мы завтра будем счастливы, а пока мы едем кушать, ребята, потому что, честно, голодные как собаки. Садись. К слову, забыла добавить, что симптомы горной болезни ощутили все в нашей семье. Кто-то, простите за подробности, рвотой, кто-то слабостью и головной болью, а кто-то одышкой. Поэтому настоятельно рекомендуем взять хотя бы несколько дней в Куско просто для акклиматизации и отдыха в отеле. Для себя мы выбрали отель сети Новотель. Номер за четверых завтраком нам вышел 110 евро в сутки. Хороший, чистый, просторный номер, очень дружелюбный персонал, а самое главное, нас покорил ресторан при отеле. Не поверите, было настолько вкусно, что просто не хотелось ходить пробовать что-то в других местах. Ну давайте посмотрим, чем тут почуют. Естественно, батат.
Папа, можно? Это у нас какой-нибудь вкусный супчик, много кукурузы, мясо. Ну, на вид картинки очень красивые. Так, взяли 2 национальных супчика. Чисто картофельная пюрешечка. Знаете, в детстве такую деткам делают такую жижу. Так, и у меня... У тебя посерьезней. Ох, ничего себе, смотрите, яичко, рисик. Там рис, яйцо и все, в принципе. Да. И специи. Дядя говорит, что очень вкусно. Ну что, утро начинается у нас не с прогулок, не с экскурсий, а с поиска чемодана. Сначала с горем пополам удалось заказать такси. Uber здесь не работает. Благо вчерашний таксист дал свою карточку. Поэтому получилось хотя бы с ним списаться. Естественно, через переводчик, потому что английского тоже не знаю. И направляемся в аэропорт. Так, ну что, взяли машинку. Обязательно перед тем, как выехать, смотрим, чтобы не было никаких замечаний, не было никаких царапин. Обязательно узнаем, какое топливо, да? Газолина, си? Газолина премиум, понятно, бензинчик. Берем. Ну все, в принципе, так смотришь. Все, хорошая машинка. Надеемся, проблем не будет. Я думал, на Бали самая сложная поездка на авто. Нет. В Куско она еще веселее. Приезжайте, проверьте. Эпопея с чемоданами продолжается. 2 нашлись. И мне предлагают взять 3-й, вот этот. Очень хороший, очень увесистый. Наверняка кто-то везет ценное, но, к сожалению, это не мой. Первым делом меняем денежку. Здесь обменчик по паспорту. Так, меняем евро по 3,59. Не знаю, конечно, какой курс в городе, но немножко решили поменять. Потому что мало ли, как здесь будет с карточками. Та-дам! Ну все, слава богу. Все 3 на месте. Будем считать, что это всего лишь была часть путешествия. После всех приключений нас ждала долгая дорога в Мачу-Пикчу. Да, вы не ослышались, именно долгая дорога, потому что добраться до Мачу-Пикчу – это пройти тот еще квест. Для начала вам понадобится добраться из Куско до, господи боже мой, дай мне сил выговорить название этого города, Ольян-Тай-Тамбо. Добраться туда можно либо на автобусе, либо на такси, либо, как мы, на арендованном авто. Далее вам нужно купить билеты на поезд, ведь ваш квест еще не закончен. Вам нужно еще добираться поездом целых 2 часа до ближайшего городка к Мачу-Пикчу Агуаскальентес. Билеты можно купить на этих сайтах. Так, вот такой вот у нас вагон. Очень антуражненький, с панорамной крышей. Тут, кстати, ребята, даже есть меню. Всякие снеки. Вот. И ковер, как когда-то были у бабушки. И ковер. Половики. Да. Так. Ты покупал, кстати, покупал специальные места? Ну, ты когда покупаешь, я покупал вагон обсерватории, но я смотрю, что это весь поезд, по-моему, обсерватории. Ага. Ну, обсерватория это просто сверху открыто. Назад мы возвращаемся на обычном экспедиции. А скажи, Это будет просто без верхних окошек. а скажи, пожалуйста, сколько ехать по времени, ты помнишь? Слушай, ну по билету пишется, по-моему, 2 часа. 2 часа, да? Ну, видите, мы уже как раз и с рисунками, чтобы детям было не скучно.
с фломастерами, с закусочками. Приятного нам путешествия. Встретимся с вами уже, наверное, в отеле. Поезд представляет собой кабины с панорамной крышей, и все время в пути вам обеспечены невероятные пейзажи за окном. Можно немного доплатить за билет, он называется обсерваторий, и вы получите вот такое часовое шоу с напитками и выходом на балкон в конце поезда, где можно сделать потрясающие видео. По прибытию в Агуаскальентес сразу становится легче дышать. И не зря. Городок спрятан среди гор на высоте 2000 метров над уровнем моря. Здесь более мягкий климат, чем в высокогорном Куско. И с уверенностью можно сказать, что по прилету в Перу находиться в этом городе гораздо комфортнее, чем в Куско. После станции вас сразу встречает местный рынок. Буйство красок и цветов здешних местных товаров поражает. Сразу кидаются в глаза невероятные игрушки-альпаки с натуральной шерсти, цветные пончо, шляпы и изделия из камня. Для сувениров этот рынок идеальный, но рекомендую торговаться, ведь местные для туристов любят поставить тройной тариф. Конечно, мы с рынка не вышли с пустыми руками. Купили несколько игрушечных альпак и мне пончо для красивых фото на Мачу-Пикчу. Давайте посмотрим, что продают на местных рыночках овощных. Что именно? Ну вот это вот желтое, например. Латан. А, вот это желтый? Да. Passion fruit. Passion fruit. fruit. Маракуйя. Maracuyá. Маракуйя, бачиш? А вот это кока, интересно? Да. Или лаврушка? Не, это не лаврушка, да? Окей, кока? Кока. Кстати, друзья, если вы хотите классные кадры, фотографии на память на Мачу-Пикчу, я вам рекомендую взять вот такого плана шляпы, взять себе пончо. Они тут разные, можно поискать поинтереснее. И у вас будут супер красивые фотографии и видео на Мачу-Пикчу. Агуаскальентес состоит преимущественно из отелей, рынков, где можно приобрести традиционные перуанские сувениры, и разнообразных ресторанов, предлагающих блюда местной кухни. Машин в городе, кстати, нет, он полностью пешеходный. Автобусы здесь появляются только в месте посадки на подъем к Мачу-Пикчу. Мы отправились на поиски ресторана, где можно вкусно потрапезничать и отдохнуть после дороги. Так, а пришли мы поужинать вот в такой вот интересный ресторан, местный. Мне очень нравится здесь интерьер. Я вообще люблю такие заведения, где, знаете, хочется все рассматривать. Каждую деталь. На самом деле здесь, в этом городе, очень много ресторанов, но хороших, честно, не очень. Этот же по отзывам самый лучший. Поэтому мы его проверим, посмотрим и скажем, Да. стоит ли сюда ехать. Да. Так, сразу хочу показать порции, просто какие-то нереальные. Я заказала себе рататуй, вот он. Но к рататую сразу в придачу идет и картофельный гратен, и просто овощи. Роман себе заказал, думал, что это будет гуакамоле, а получились шарики с авокадо. Мне нравится еще по 3 горошинки, А зачем вы яблочко. дали 2 стакана? Просто, чтобы поделиться с другом. Ведро сока, пожалуйста. Ну и принесли второе блюдо. Это какая-то рыба. Это, по-моему, сырая. Сырая рыба. Ну, по-моему, не жареная. Это сырая речная рыба. Короче, вы видите, сегодня Роман у нас ударяет по healthy food. Авокадо с шариками, рыба сырая. Походу, 2 раза мимо. Что, невкусно? Речная рыба, которая воняет сама по себе. Ну, ее бы хотя бы пожарили. Я могу поделиться, у меня тут целая куча еды. Ибо мимо. Ну, иногда бывает мимо. Она стояла,
Ждал мы с этим. Все есть. Так, сейчас покажем вам наш номер. Ну, там, конечно, сразу говорю, ничего особенного не будет. Отель брали недорогой. Да, здесь и дорогих и особо нет. Да? Давайте. Вот такой вот номер. Ромчик, ты помнишь, сколько сутки? А? Сколько сутки? Ну, я лично не помню, а, конечно, мой расчетный кошелек. Все помню, да? Ну, он вообще был недорогой здесь. Ну, классный номер, смотрите. Да. Мачу-Пикчу стоил 90, вот этот отель Феникс, 90 евро. Супер вообще, просто. Ну, в принципе, это не дешево, ну, как для Мачу-Пикчу. Ну да, переночевать. Местного номера. И тут чистенько. Тут, тут чисто. Да, и очень пахнет, они везде любят вот этот вони поджигать. Фанатизм. Всем доброе утро. Видите, в ком я прикиде? Одеяло, бабушкино одеяло. Ну, очень даже... Да, необычно. Очень даже в тему к нашей сегодняшней локации. Мы сейчас завтракать, и нас потом забирает гид. О, малыши, привет! Нас сейчас будет забирать гид в 7 утра, и будем ехать уже непосредственно на локацию. В нашей группе будет 10 человек, 4 англичанина, 2 немца и 4 украинца. Это мы. Вот, все. До встречи на Мачу-Пикчу. Приехал уже наш гид, забирает нас. Сейчас мы будем садиться в автобус и вместе с остальными 6 участниками экскурсии ехать на Мачу-Пикчу. Он очень, кстати, переживал по поводу того, что у нас дети. Он просто не в курсе, что у нас дети очень много стран посетили и абсолютно адекватно реагируют на любые приключения. Итак, вернемся к нашему последнему, третьему пункту, как добраться до Мачу-Пикчу. Из города Агуаскальентес до Мачу-Пикчу остается совсем недолго. Проще и быстрее доехать на автобусе. Остановку найти очень легко, она находится прямо у вокзала. Поездка в одну сторону на 2025 год обойдется вам $12 лишь в одну сторону на взрослого, дети по $7. И занимает 25 минут по серпантину с живописными видами. Первый автобус отправляется в 5:30 утра, а последний выезжает в 15:30. А еще до Мачу-Пикчу можно добраться пешком из города. Подъем наверх занимает 1,5 часа. Пик туристической активности в Мачу-Пикчу с 10 до 14 часов, поэтому билеты лучше брать на раннее утро, чтобы избежать толп и очередей. Ну а сами билеты покупайте, конечно же, заранее на официальном сайте. А теперь то, ради чего мы проделали такой долгий путь. То, что вызывает сильнейшие эмоции. Мачу-Пикчу – самый известный памятник культуры индейского племени инков, цитадель их исчезнувшей империи. Этот древний город находится в Перу на высоте 2430 метров, среди горных вершин, окруженный облаками и густыми зарослями. Кстати, тут несколько путей. Есть первый, есть второй. Вы идете по тому, который указан у вас в билете. И, кстати, если вы пошли по второму пути, вы уже по первому не можете пойти. Вот, ну вот тот местный дядя говорит, что лучше второй путь. Так что берите себе на заметку. Сейчас проверим. В XI-XVI веках инки населяли основную часть территории Южной Америки, современную Колумбию, Перу, Чили, Боливию, Аргентину. До прихода европейских завоевателей их империя была самым развитым государством на всем континенте. Мачу-Пикчу был и резиденцией императора, и святилищем. Как, Надюша? Это просто вау. Да. Увидеть просто одно из чудес света. Да. Ребят, посмотрите, какая красота, а? Просто. И представьте, что это было построено, ну, очень давно. Кто-то говорит же в 15 веках, кто-то говорит в первых веках. Построено очень давно. И построено, посмотрите, как на века. Качественно. И построено как высоко. Просто, конечно, неимоверная красота.
В начале 1910-х годов американский археолог Хайрам Бингем исследовал Перу, чтобы найти Вилькабамбу, убежище последнего правителя империи инков. Бингем долго не мог ничего обнаружить, местные не доверяли иноземцу и отказывались раскрывать свои секреты. Однажды у подножья горы исследователь встретил мальчика и заметил, что тот нес старинный кувшин. Бингем спросил у ребенка, где он его взял. Наивный мальчик показал незнакомцу дорогу на вершину горного хребта, но вместо последнего поселения инков он обнаружил целый город с удивительными постройками. Так, в 1911 году Хайрам Бингем стал первооткрывателем затерянного Мачу-Пикчу. А что же насчет Мачу-Пикчу думают наши дети? Честное мнение. Мира, тебе нравится? Боря, а тебе нравится Мачу-Пикчу? Наверное. Немножко и наверное. Немножко и наверх. Жарко просто, да? Пошлите. Даже спустя 112 лет после обнаружения Мачу-Пикчу историки не могут с уверенностью сказать, как он был построен и почему оказался покинут. Ученые полагают, что здесь была резиденция одного из императоров инков, а большое количество храмов говорит о том, что это место являлось еще и святилищем. Ну а если по-честному, я не знаю, что я больше хотела увидеть: само Мачу-Пикчу или знаменитых альпак на Мачу-Пикчу. Ну что, Мачу-Пикчу, конечно, понравилось, но на нашем маршруте, оказывается, ламы не водятся. Вон эти красавчики, они всего лишь на 3-м маршруте, а на 2-м их нету. Ну, сегодня так, к сожалению. Пойдем их искать в другое место. Ну что, так, наш ковер. Вот так без лам, да. К сожалению, да, Мачу-Пикчу понравилось, а вот ламы — разочарование. Вот эти красавчики. И они, представляете, сегодня на 3-м маршруте, а у нас 2-й. Придется их искать в другом месте. Но я была бы не я, если бы не нарушила правила и, несмотря на запреты смотрителей, пошла на другой маршрут снимать альпак. Ну извините, вы-то тут каждый день, а я сюда приехала в первый и последний раз. В 2007 году 100 миллионов человек проголосовали, чтобы включить Мачу-Пикчу в список 7 новых чудес света. А с 1983 года Мачу-Пикчу входит в список памятников наследия человечества ЮНЕСКО. Два с половиной часа, и мы это сделали. Это не было сложно. Как мой ковер? На самом деле там не было сложно, все довольно спокойно, с детками хорошо. Деткам понравилось, единственное, немножко устали, потому что наверху было жарко. Но мы взяли с собой водичку, также мы брали перекусы, хотя, в принципе, за 2,5 часа никто не проголодался. Обязательно брать лучше с собой какую-то сменную футболочку, чтобы было легко переодеться и реагировать на температуру. Нам сегодня повезло, было без дождя, а так, конечно, здесь один из главных популярных атрибутов — это пончо, по-нашему дождевик, который также они берут с собой. Все, дальше мы направляемся на автобус и возвращаемся в город. Покидаем Агуаскальентес. Агуаскальентес! Но перед тем, как уехать с этого городка, у нас спецзадание. Нам нужно на рынок купить обязательно несколько вот таких вот приблизительно лам, как у Миры. Потому что у нас очень много девочек, которые тоже фанатеют от мягких игрушек. Ну а дальше у нас поезд. Чао! Чао! Наше местечко, где мы покупали. У нас там уже нагретое место. Приятная продавщица. И вот наши чудесные ламы. Вот. Да. Поэтому сейчас будем покупать. Cuatro. Similares. Es similar. No, questi non similari. Un momento. Sì. Сейчас она станет симиляра. Так.
Ah, ok. Sí, sí. Аксесуарис. Sí. Ajá. Comprare mayorista. ¿Sí? Ok. 4. Hierro 1. Тебе идет. Друзья, смотрите, какая красивая кукуруза. Так как вся кукуруза идет из Америки. Да, всего лишь $1 за фото, да? Я делаю рекламу, сеньор. Реклама, перте. Фото $1. Вот так вот, ладно. Кукуруза, томаты, это все с Южной Америки, поэтому смотрите, какая она реально огромная, отличается. Вот такая вот. Кто скучал за горячей кукурузой, пожалуйста. Куско, день 3. Семейство, ну как вы? Адаптировались? Мне кажется, что да. Вот, но все равно немножко, знаете, есть одышка. Я, может, себя накручиваю, но немножечко она присутствует. Мы были на Мачу-Пикчу, там такого не было. А здесь вернулись, опять она появилась. Ну, на Мачу-Пикчу 2 километра высота. Высота поменьше, здесь побольше. Ну, одышечка, да, одышка, согласен, у меня тоже появилась небольшая, но Нехватка кислорода. голова перестала болеть. Вот это правда. И мне радует, что дети первый день просто жаловались на головную боль. Слава богу, адаптировались. Детки, вы как? Они у нас сегодня немножко наказаны, получили желтые карточки. У нас 5 желтых карточек, это лишение игрушки. Поэтому... Так как мы не успели вдоволь насладиться общением с альпаками и ламами на Мачу-Пикчу, сегодня мы отправились в одно очень интересное место. Около дороги из Куско в город Писак расположен текстильный центр Авана Конча. Нас он больше интересовал как питомник лам и альпак. Около самого входа расположен мини-музей, где можно узнать историю возникновения, посмотреть их ареал обитания, а также увидеть изображения всех существующих видов. Боже, радости ребенка нет предела. Посмотрите. Боже мой, какая красота. Боже, семейство не может нарадоваться. Местные сразу же прибежали. Женщина что-то пытается нитками там шить или ткать. Все, конечно, что-то продают сразу же, моментально. Увидели гринго туристов. Ох ты! Ну, как маленькие дети, да? Боже, радость. Как же внешне отличить альпаку от ламы? Они очень отличаются. Ламы, например, более высокие, их рост почти 2 метра, в то время как у альпаки рост всего 1 метр. У альпаки на морде обычно есть челка, а морда ламы вытянутая и с короткой шерстью. Уши ламы длиннее и немного изогнуты, а у альпака уши маленькие и стоят торчком. И по фото действительно очень сильно заметна разница между ними. This is llama. Ага. Llamas, we have 2 types llamas. This one, the small one, Ага. this is llama chacu, long hair. Ага. And this one is llama cara, this is short hair. Ага. Llama is the long neck, long face, long ears. Alpaca is very small, no? A small neck, a small face. Ага. Understand. Вот так вот, получается, всю жизнь жил, и мне казалось, что альпака и лама это the price for the sweater from alpaca. What's the price? Is the price sweater we have 500 soles or 600 soles. Oh. Vicuña we have $1,000. Воу. More expensive. Ось так получается, что объясняют, что самая лучшая шерсть Альпака. это альпака. Конечно, альпака. И Дорогие альпаки. нет, самые дорогие это из бэби альпаки и из бекунья. Вон, кстати, какие красивые.
Это у нас альпаки. И у них шерсть считается гораздо дороже, чем у лам больших. А сейчас мы направляемся посмотреть самые дорогие. Это бикуньесы. Не местное животное. Ну и там, говорят, самая дорогая шерсть. Свитера из бикуньи самые дорогие. Так. It's a bicunias. Yeah? Long hair. Ага. This is alpaca. Look. This is alpaca. This one is vicuña. Ага. Chaska. Chaska. Вот это похоже на оленя. This is vicuñas. This is bicunias. Two bicunias. Yes. As a expensive wool in bicunias. Yes. Вот так вот. Самая дорогая шерсть. No problem. No problem. О боже. Самая дорогая шерсть именно у вот этих бикунисов. Свитер из бикуниса доходит до 1000 солисов. Это приблизительно 250 евро. Ну, это же мы понимаем местные, его еще нужно изготовить. Это у нас, вон там идут альпаки. Тоже, конечно, дорогие. Она говорит, что свитер из альпаков стоит 500 солисы. Делим на 4, получим евро. После прогулки с альпаками мы зашли, здесь их местный стор. Продают все ручной работы. Мы видим вот такое, смотрите, какое красивое пончо. Надя, почем ты пончо приобретала? 120. Ну, вот это пончо стоит 2870. Ребята, пожалуйста, пончо из альпаки почти 700 евро. Так, это, я так понимаю, у нас шарфики. Ну, вот, шапочки. Все местного производства, 115 солисы. И встречаются даже мягкие, смотрите. Очень похоже на те, что мы приобретали на Мачу-Пикчу. Но цены наверняка, да. 330 солей. 330. Мы покупали таких за 120 на Мачу-Пикчу. И теперь думай, то ли здесь завышают, то ли нас обманули. Надь, здесь в 3 раза дороже, 330. Мы покупали по 120 соли. Да, ну, действительно. Так, и вот непосредственно как производится работа. Видите? Вот так вот шьется вручную. Это же просто адский труд. Так вот вручную сшивать все и делать свитерок. Но это, я думаю, не свитерок, это, наверное, делает шарфик. В 30 километрах от столицы Перу Куско находится небольшой городок Писак. Советуем его посетить. Он таит в себе удивительное сочетание древности и современности. Современная часть города интересна своей ярмаркой, где продаются изделия местных умельцев, одежда из шерсти ламы и альпаки, керамика, яркий разноцветный текстиль, музыкальные инструменты, игрушки, масса других сувениров, а также выращенные в окрестностях овощи, фрукты и свежие испеченные Ну и, пирожки. конечно же, первым делом, чтобы познать город, мы идем в ресторан, кафешка. Ну, пожалуйста, вам литература. Здесь можно себе приобрести биткоин, кто еще этого не сделал. Вон есть шашечки. И вот такая вот зона релакса. Тут можно у нас выбрать из национального и искусственного. Кстати, видим, что меню на английском. В принципе, я смотрю, что и хозяева этого кафе тоже являются не перуанцами. Поэтому кухня, ну, так видно, что она европейская. Ну что, Надюша, как тебе кафе? Помнишь, как говорила твоя мама? Очень вкусно. Вкусно, но лучше бы... Да, на самом деле кафе антуражное, ну, я не знаю, мне чего-то не хватило. Даже детские панкейки, вот, нету в них ни пудрочки, да, души. Ну, конечно. Раньше фотографировали всех на море с обезьянкой, а тут вот такое развлечение. Ну, конечно. Там, где одна, там продолжение.
Так, мы уже заплатили. Все, спасибо. А? Спасибо. Ох ты. Не, ну это овца какая-то. Ну, я не про нее, а про животных. Класс. Очень. А? Не, сеньора, мы уже сделали там фото. Мы уже платили там. Там заплатили. Слышишь, фото не сделали, а дай соли. Оп. Так, этот город нас не отпускает. Эти ламы, никак не можем уехать. Денежку дай. Да подожди денежку, сначала давай фото сделаем. Ну, посмотрите, какая красота, а? О, добились своего. Я все-таки смотрю на эту маленькую ламочку, и мне кажется, что это просто овечка, ребят. Да. Судя по всему, сейчас не сильно наплыв туристов, и они просто приставучие, вот как будто в Турции. Гуляешь по базару где-то в Кемере или в Сиде, и тебя просто за руку аж хватают и купи. Вот, не дай бог только подойти к этому столику, все, вот уже, вот оно все. Ну да, на нем гадать можно, на нем мечтать. Ну, действительно молодцы, да, что делают сами. Но не все, конечно, это нужно. А многое вообще не нужно. На дороге надо обязательно остановиться и попробовать местную кукурузу. Мы уже снимали Мачу-Пикчу, какая она большая. О, hola, señorina. ¿Cuánto costó maíz? Choclo. Ajá. Es choclo con queso. Se sirve en No, solo maíz. maíz choclo, ¿no? У нашей сеньориты закончилось. Пришли к другой. Оля. Вот, посмотрите, какая это красота. Вот так они делают кукурузу с местной брынзочкой. Называют чокло конкуэс. Чокло конкуэс? Queso. Choclo con queso, ok. ¿Cuánto costó? 5 soles. Ok. Так, 5 солей, берем тогда 4 порции. Posso 4? Sí. Так, вот она. Ставит кусочек брынзочки. Кукурузка. И все это прямо собирается в листик. Чтобы было, видите, полностью натурель. А questo sale? Sí, queso. Queso. Sale? Sal. Sale? Sí, con... Ну, говорит, что солененькое, да. Я думал, что это будет вместо соли, поэтому значит, солью тогда не посыпаем. А вот тут можем наблюдать шоу ковров. Hello! Перфекто. Смотрите, на шоу собирается, да? А? ЛГБТ вместе. Все. Muchas gracias. Ну что, Надюш? Мне прям очень нравится. Да? Очень вкусно. Брынза, на самом деле, очень вкусная. Очень напоминает такую молодую коровичью. Брынзочка вкусная. Мне не хватило немножко, знаешь, вот соли, как наши могут. Да, идеально. Да? Ну, вот так вот, видите, идеально. И детям тоже понравился. Чокло. А вы знали, что в Перу есть своя статуя Христа? Правда, это намного меньше знаменитого Христа в Рио-де-Жанейро, всего 8 метров. Статуя Иисуса в Перу, также известная как Кристал Бланка, Белый Христос, является символом мира, надежды и единства в самом сердце Анд. Расположенный на высоте более 3000 метров над уровнем моря, Кристал Бланка служит маяком веры и духовности, привлекая посетителей со всего мира, чтобы поразиться его красоте и значимости. Статуя была подарком палестинской арабской общины и символизировала прочные культурные связи между Перу и Ближним Востоком. Так, ну а тут нам посчастливилось местную свадьбу. Hola, señoritas. ¿Cómo está?
Bien. Happy. Oh, perfecto. Мы видим, вот невеста идет на фотосессию. Все приехали на вот таком двухэтажном автобусе. Вот. Красота. Ну и, конечно же, центральная площадь Куско. Ребята, вот именно здесь родилась империя инков, в этом столичном городе. Именно отсюда открываются красивые виды на холмы Куско, на все их достопримечательности. Там видно будет даже Христа. Ну и, конечно же, кафедральный собор. Местные вечерком собираются после работы. Кто отдыхает, кто вот решил обувь почистить. Все по стариночке, как в Стамбуле. Только в Стамбуле, если что, любят развести. А тут вон дяденька прямо работает. Ну, сеньор, gracias. Конечно же, барышни в местных нарядах тут постоянно встречаются. Красивые. Buenas tardes. Плаза де Армас, центральная площадь города Куско в Перу, играет важнейшую роль в жизни города со времен, когда Куско был столицей империи инков и по сей день. Ранее на этом месте находились болота, которые осушили инки и начали застраивать эту местность. На площади располагались здания административного, религиозного и культурного значения. После завоевания конкистадорами империи ее столицы испанцы окружили площадь своими храмами и особняками, построенными, как правило, на основании разрушенных сооружений инков. В настоящее время на Пласе де Армас расположено подавляющее количество достопримечательностей Куско, рестораны, сувенирные и ювелирные лавки, привлекающие туристов. Так, кто подумал, что вот это вот лаврушечка, да? Я сам так подумал поначалу. Думаю, ничего себе, зачем в Перу лаврушка? Потом прочитал, что это не лаврушка. Вот так. Специально жуют ее. Ну, эту, наверное, еще нужно размочить. А вообще они любят жевать, под щеку себе ставить и тем самым тонизируют. Говорят, не так тяжело переносится высокогорье. Тут, видите, целый набор конфеточек с лаврушкой. Среди очаровательных пейзажей священной долины инков в Перу находится скрытая жемчужина, которая на протяжении веков собирала богатство природы – соляные шахты Марас, куда сегодня мы и отправляемся. Это очаровательное место, известное как Салины Рас де Марас, может похвастаться пейзажем, украшенным террасными соляными бассейнами, предлагающим посетителям взглянуть на древнее искусство добычи соли и богатое культурное наследие жителей Анд. Мы с вами на высоте 3200 метров. И сзади нас соляные рудники. Вы скажете, ну что из такого? А то, что вот здесь соль добывают по сей день. И начали ее добывать еще 1500 лет назад. Это еще начала делать цивилизация Варани, после это делали инки, а сейчас это делают перуанцы. И, кстати, процесс полностью вообще не поменялся за 1500 лет. Принцип очень прост. Соляной горячий источник с горы попадает в эти каналы, которые полностью сделаны из камня, и оставляются они тут, вот эта вода оставляется здесь на месяц приблизительно, просто под солнцем. Вода испаряется, и на дне через месяц остается большое количество кристаллов соляных. И вот так здесь по сей день добывают соль. А начали это делать еще в 500-х годах нашей эры. В Марасе добыча соли – это не просто процесс, а образ жизни, глубоко переплетенный с традициями. Семьи из соседних общин продолжают собирать соль, используя проверенные временем методы. Через систему тщательно продуманных каналов родниковая вода поступает в бассейны, где испаряется, образуя чистую соль.
Этот устойчивый и ориентированный на сообщество подход подчеркивает культурное значение этого места. Благодаря своим лечебным свойствам эта соль, марас, считается очень полезной. Ну и что самое интересное, что именно за вот этой солью гоняются все повара и кондитеры мира. Считаю ее лучше для кулинарии. Соль марас, известная своей чистотой и характерным вкусом, бывает различной текстуры и формы, от крупных зерен до мелкого порошка. Его богатый минералами состав придает блюдам уникальный вкус, что делает его ценным ингредиентом перуанской кухни. От местных кухонь до изысканных рынков по всему миру соль марас славится своим исключительным качеством и вкусовым профилем. Знаете, у нас с мужем всегда так. Мне надо все привезти, а у него, а зачем это нам нужно? А бывает наоборот. Я говорю, обязательно нужно что-то привезти. Я взяла, слушай, тут вот прикольно. Ну там, тебе кашку утром варить, сервис. Ну да, конечно. Биточки делать. Биточки. Ну, конечно. Солью с Перу. Да. Вообще. Солью и мясо не нужно. Копченая розовая соль. Копченая розовая соль. Что ты не понимаешь, кстати, вот копченая соль, это безумно вкусно. И все, кто, девочки, будут смотреть это видео, подтвердят. Потому что копченая соль это бомба. Вот видишь, smoked pink salt. Хорошо, берем. Ну и помимо соли тут можно приобрести еще что, соленый шоколад? Нет, это шоколад с манго. Какао тут, какао не пишет содержание. 70% какао. 70% какао. Отлично. Можно, кстати, взять попробовать. Можно взять попробовать. Это консали. Соленые, Зая. Вкусный? Con mango. Ah, posso provare con sale per me? Con sale? Sì, 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 sì. Сали, си? Так. Интересно. Интересный вкус. Очень интересный. Шоколад надо брать. Ну что, соленый? Ну, блин, понимаешь? Это очень вкусно. Это именно с миндалем. Миндаль и соль. Хорошо, потому что, ну, обычно ты купишь и детям с манго. Обязательно. Так что я беру? Ну, детям с манго и соленый. И не забудь, пожалуйста, поторговаться. Послушай. Да. Снимать. Окей. 80 нормально. No, 80 нормально. En los chocolates te estoy dando un descuento. 85, ¿ok? O per niños. Sí, pero te estoy descontando. ¿Cuántos fino? 95. 90. Она вообще не хочет торговаться. Ну, ребята, ну что это? Ну как? Все, раскошеливайся, Да, давай. блин, ну, Давай. 90. Ну, сеньора. Вот, Вот- честно, вот по-хорошему, если бы я был бы сейчас в Одессе на привозе, я бы развернулся бы и ушел, и она бы бежала. Ну, не буду сейчас это делать из-за детей, они хотят туалет. Поэтому ладно. 90? Questo? Dos soles igual. Ah, esto qué? Natural. Natural? Sí. Ah, esto? Con fresa. Fresa? Sí. Ok, buono naturale o fresa? Ok, naturale. А я бы с клубничкой попробовала. Не, пробовать отдельно не буду, но если бы я пробовала, то пробовала бы. Ну я уже, не, ну хочется понять, натуральный же вкус, да? Quanto costa? Dos soles. 2 soles. 2 соли. Ага. А что это хотя бы? Сейчас поймем. Натураль. А questo jugo con maíz o qué? Sí, de maíz mejora eso. Ага. Jugo maíz. Сок из кукурузы. Окей. Выглядит как Но он алкогольку. выглядит как жижа после овсяной каши. Ребята, на самом деле очень по запаху напоминает квас. По вкусу тоже напоминает квас. Такое.
забродивший немножко квас. Очень вкусно, но лучше бы не пробовал, да? Да, очень вкусно, но надо же было попробовать, чтобы понимать этот вкус. Здравствуйте, Синьорина. Да. Окей. Высота дает о себе знать. Да, Надюш? Вот 3200 метров. И чуть-чуть поднялись, и все, уже тяжело. Да. Соляные шахты Марас – это больше, чем просто визуальное зрелище. Они служат живым свидетельством гармоничного сосуществования человечества и мира природы. По дороге на следующую локацию мы не упустили возможность попробовать знаменитый хлеб панчута – хлеб Оропеса. Это без сомнения восторг, слава которого вышла за пределы границ Куска и является веской причиной посетить регион Оропеса и попробовать свежий испеченный хлеб. Его, кстати, покупают в качестве сувениров из Куска, чтобы подарить близким. Вот так вот продают 2 хлеба по 10 солей. Но можно спокойно договориться и попросить 1 за 5. Поначалу она говорит, здесь что 1, что 2, 10. Но когда ты уже уходишь, она, ну ладно, можно 1 за 5. 5 солей, небольшая сумма. Обязательно нужно купить. Вот это с ириской. Ну, не знаю, прям, ну, мне очень классно. Попробуй кусочек. Очень-очень. Будешь покупать? Да, но я не знаю какой. Есть? Ириска. Держи. Не хочу. Есть с кукурузкой, есть с ириской, есть с шоколадом. Вот. Знаете, очень вкусно, поэтому советую. А сейчас будет самая необычная локация, которую мы оставили напоследок. Террасы Марая. Одна из самых интересных достопримечательностей священной долины инков в районе Куска. Круги диаметром в десятки метров. В непосредственной близости друг от друга находятся несколько разных террас круглой формы. Существуют разные версии того, как инки могли использовать эти очевидно искусственным образом созданные террасы. Истины не знает никто, даже потомки инков. Самая правдоподобная версия – сельскохозяйственная. На разной высоте от земли инки высаживали разные культуры, сравнивали, где они растут лучше. Из-за глубины колодцев температурный перепад между нижней и верхней террасами около 15 градусов. Согласитесь, сложно поверить, что такие удивительные сооружения, да еще и в таком магическом месте, были созданы для банальных опытов. Друзья, это Марай. Вот такие круги, которые кажутся на первый взгляд, что сделаны из космоса или сделаны инопланетянами. Но на самом деле этим кругам года и года. Их сделали в 16 веке инки. Они сделали специальные вот такие круги, как концентрическую лабораторию для исследования сельскохозяйственных культур, чтобы знать, какие культуры где лучше смогут расти. На каждом уровне своя микрофлора, то бишь там свой уровень влаги, температуры, и они разбирались, где что будет лучше расти. Здесь выращивали картофель, естественно, кукурузу, ну и, конечно же, их всеми любимые листья, коки также выращивали здесь. Так, все, ну и вон. На этом наше путешествие по Куско и Мачу-Пикчу подходит к концу. Мы надеемся, что вы получили незабываемые впечатления и вдохновение для своих собственных приключений. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые увлекательные путешествия. Ваши лайки и комментарии – это наша главная мотивация продолжать создавать контент для вас. И, конечно, делитесь этим видео с друзьями. Пусть и они откроют для себя магию Перу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в следующих выпусках. Путешествуйте, мечтайте и открывайте мир вместе с нами.